сожалению, Заур Пайзулаев проиграл Цветкову точно так же, как проиграл ему левой рукой в Бухаресте в 2021 году. В чем была проблема? Направо, что ли? Да, направо, вот сейчас. Хатчинс каждый раз залетал сюда, а тут уже он просто двигал свой локоток вперед. Что не хватило Денису? Ну, мне кажется, все-таки немного он был самоуверен. То есть ему давала уверенности его команда, излишней уверенности, а также была и победа над Ларатом. Не хватило ему всего, не хватило времени на подготовку, не хватило здоровья. Естественно, он не форсировал, не залезал на те веса, не проводил те же самые тренировки, которые он проводил перед боем в 2018 году. Ставка была на выносливость. Поединок Сашу Андреева и Джона Брзенко. У каждого спортсмена наступает время, когда нужно уходить. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Не могли бы вы объяснить, как вы думаете, в чем была проблема для меня отдельно? Направо, что ли? Да, направо, вот сейчас. Я и говорю, что травм нет, ничего нет. Ага. Просто я потерял взрывной старт после Травмы, операции, да? И нету целостности движения вот этого. То есть как будто бы лучше отдельно, это отдельно, то есть вот какое-то тупое движение получается. Ага. Как вы думаете, если чуть-чуть отдохнете, будет снова все то же самое? Я уверен, что будет, потому что Будет, у да? меня сейчас лево сильнее, чем правое стало. Такого никогда в жизни не было. То есть я на левой с ним поборолся. А на левый матч не хотите с кем-нибудь? Так я сейчас попробую, я легко попробую. Все, спасибо большое. Доказательство того, что я... Да. Удачи вам тогда в следующих матчах. К сожалению, Заур Пайзулаев проиграл Цветкову точно так же, как проиграл ему левой рукой в Бухаресте в 2021 году. Ему не хватило в первую очередь кисти, во вторую очередь выносливости. Мне кажется, что для того, чтобы Зауру Пайзулаеву дальше брать реванш у Георгия Цветкова, ему надо искать себе спарринг-партнеров. Не то, что на соревнованиях бороться с этими людьми, а искать себе спарринг-партнера для подготовки к конкретному спортсмену. То есть, у нас есть очень сильные супертяжи. Я думаю, что ему нужно больше с ними спарринговать на подготовке, поскольку у него не очень хорошее чувство стола. То есть такое ощущение, что он именно борется крайне редко. Поэтому я считаю, что да, он в состоянии выиграть и Цветкова, и практически всех в этом мире, но ему нужны соперники. Первое правило шахмат – всегда играй с более сильным соперником. И здесь оно тоже применимо. Возможно, сказалась травма. Возможно, Цветков просто максимально неудобен для Пайзулаева. У них примерно одинаковая антропометрия, примерно одинаковый вес, кондиции. В целом они как бы визуально очень сопоставимы. Но вот этот вот мощнейший верховой старт Цветкова просто обескуражил. В моменте просто Пайзулаев сыпался. Отлетала кисть, отлетали пальцы, вернее, за ней кисть сразу раскрывалась, и все. Цветков делал все, что хотел. Навязывал свою вот эту вот верховую борьбу, против которой Пайзулаев ничего не мог противопоставить. По поводу армфайта Ангарбаева против Тодда Хатчинса могу сказать, что чего ему не хватило. Ему не хватило взрывной мощи стартового движения, скорее всего, и бокового давления. Потому что делал Тодд Хатчинс? Тодд Хатчинс каждый раз залетал сюда, а тут уже он просто двигал свой локоток вперед. Он видит, что тот пронирует, он чуть-чуть заходил сюда и просто ждал. Отсюда уже не вырывается никто у Тодда Хатчинса. Поэтому, ребята, чего не хватило Ангарбаеву? Вот этой мощи,
вот этой мощи вытаскивать оттуда, если только. Ну, потому что нужен старт с Тоддом Хатчинсом. А Тодд Хатчинс перебил его стартовым движением. Вы можете вообще просто вот в это вдуматься. Поэтому Тодд Хатчинс — это просто респект. Вот и все. Привет, Руслан. По поводу пары Ангарбаев-Хатчинс я бы не ставил вопрос в том ключе, что не хватило Кадыргали. Скорее, я бы обратил внимание на то, какую работу над ошибками провел Тодд Хатчинс. Все мы знаем про его очень сильное боковое давление, которое осуществляется практически в кость, но у него всегда была проблема, он достаточно глубоко проигрывал свою кисть. Тем самым соперники могли реализовать силу плечи лучевой и в полной мере как бы начинать его пробивать своим движением. Тут же, в этом же поединке я увидел, что тот достаточно хорошо укрепил свою кисть, и при этом молниеносный его удар с его боковым давлением без глубоко проломленной кисти не давал Кадыргали хорошо включить именно свое движение, то есть выйти на пронацию, то есть осуществить хорошую пронацию и натяжку лучом. То есть у него был глубоко достаточно пробит пронатор, что нивелировало половину его сильной стороны. Вот исходя из этих наблюдений, да, и из тренировочного процесса Хатчинса, могу сделать вывод, что тот здорово прибавил в кисти, и это дало ему еще очков в его сильном движении. Он в этот раз не уступал Ангарбаеву в скорости. Я думал, что там будет немного другая борьба, что Ангарбаев со старта будет пробивать, и Хатчинс будет работать вторым номером, пытаться его удержать и перетащить. А получилось как раз наоборот. Хатчинс работал первым номером, Хатчинс очень грамотно боролся за захват, мне очень понравилось то, что я увидел, и, конечно, Хатчинс красавчик, тут вообще спору нет. Чего не хватило Ангарбаеву при борьбе с Тоддом Хатчинсоном? На мой взгляд, это боковое движение. Тодд Хатчинс давил без пронатора, без супинатора, не заворачивался ни в крюк, не шел ни наверх. Это был чистый, рафинированный удар в бок, который сбивал центровку, и практически сразу, практически в одно касание он прижимал к подушке. Зависали они там в 4-5 сантиметрах у подушки, и тот просто пережидал. Чего не хватило Ангарбаеву, на мой взгляд, бокового движения. Хотя бы, чтобы что-то противопоставить против сильнейшего бока Тодда. Мог ли он бить верхом? Он наверняка пытался. Использовал ли он свою высокую антропометрию, высоченную руку, высокий рост? Наверняка да. Наверняка пробовал, наверняка он перепробовал все. На мой взгляд, именно по чину. Также для себя я выделяю поединок Сашу Андреева и Джона Брзенко. У каждого спортсмена наступает время, когда нужно уходить. У кого-то это на пике карьеры, кто-то это делает в глубоком падении и череде неудач. Я считаю, что для Джона пора уходить была после поединка с Алексеем Воеводой. Это была красивая победа опыта над молодостью, скажем так. Техники над силой. Что я увидел в поединке с Сашой Андреевым? Ну, у Джона наступает уже эмоциональное выгорание. Помимо того, что падает физическая сила, это неизбежно с возрастом, также он допускает совершенно детские ошибки. То есть он не меняет тактику по ходу поединка, он не атакует в противоход, не использует свои сильные стороны и наоборот заходит в сильные стороны соперника, там, где явно ему нечего делать. В общем, вывод такой, что Джон, конечно, легенда, в любом случае он оставил неизгладимый след в истории армрестлинга. Хорошо, чтобы мы его видели и дальше в качестве почетного гостя на таких турнирах. Но в качестве именно спортсмена, если поддерживать вот эту легенду, поддерживать этот статус, я бы сказал, что все-таки, наверное, нужно уходить на покой. Не мне судить, не мне давать ему советы, но я просто выражаю свою точку зрения. Как говорится, так уходят легенды. Девон Лорат подошел в очень хорошей форме к этому поединку. Денис Цыпленков тоже подошел в хорошей форме к этому поединку, безусловно. Но здесь, как мне кажется, сказалось на Денисе то, что он не набрал оптимальную форму после проблем со здоровьем. И сказывается то, что у Дениса нету хороших, нормальных спарринг-партнеров из супертяжелой весовой категории, таких как Заур Кузулаев, Дмитрий Силаев и Виталий Лалитин. Мне кажется, что для того, чтобы выходить на армфайт с Девоном Лоратом, надо было поспарринговать
с нашими российскими топами. Вот. Опять же, Денис выглядел немного потерянным в этой борьбе. И мне кажется, немного рано он вышел на этот поединок. Я надеялся на то, что будет борьба более упорная, более вязкая, что Денис сможет по ходу перестроиться, но у него не получилось. К сожалению, имеем то, что имеем. Я думаю, что я очень сильно надеюсь, что это не конец, а только начало пути Дениса Цыпленкова к новым вершинам. Чего не хватило Денису, на мой взгляд, всего не хватило. То, о чем многие забывают, это то, что в 2018 году, когда Денис был на пике, в прайме своей формы, они боролись на левой руке, которая у Дениса Цыпленкова ядерная. Об этом говорили все, включая его самого. Он считался на тот момент, наверное, и на сегодняшний момент, одним из сильнейших на левую руку. И боролись они на сильную руку Дениса Цыпленкова. Денис тогда был в своей самой лучшей форме за всю карьеру. О чем он сам, кстати, говорил. Ларат был, в своей пермоментной форме на тот момент. Пермоментной форме образца Ларата 2018 года. В 2023 картина поменялась кардинально. Ларат в максимальной, в прайме. Денис Цыпленков, я считаю, что это максимум 60% от формы Дениса, если сравнивать его с 2018 годом. Не хватило ему всего. Не хватило времени на подготовку, не хватило здоровья. Естественно, он не форсировал, не залезал на те веса, не проводил те же самые тренировки, которые он проводил перед боем в 2018 году. Ставка была на выносливость, если судить по тем видео, которые мы смотрим. Зачем выносливость в супертяжелом дивизионе, когда нет зарубы практически? Тот, кто сильнее, тот и будет вышибать со старта. Но ставка на выносливость здесь, скорее всего, была вынужденной, если честно. Это мое мнение диванного эксперта, конечно же, куда мне там до других экспертов настоящих. Но еще неделю назад, 2 недели назад, месяц назад я говорил всем, мы там тоже обсуждали в других чатах, что Девон победит. Я так считал. Более того, я даже в одном из комментариев расписал, как будет выглядеть их первый раунд. И буква в букву, слово в слово я описал все то, что происходило. Девон в прайме, в своей лучшей форме. Денис Цыпленков после простоя. После огромного 5-летнего простоя. Это, можно сказать, его первый бой. Да, был бой с Джоном Брзенком, но Джон уже не тот. Сравнивать, даже не об этом речь, но я думаю, совершенно понятно, что когда все эксперты говорят, что Денис набрал, Денис в лучшей форме, все его спарринг-партнеры, другие партнеры по видео, которые приезжали к нему на спарринги, на тренировки, на открытый, говорили, что он набирает изо дня в день, от тренировки к тренировке. Что Денис в лучшей форме сейчас находится. На ком они это проверили? На ком? Единственный, с кем мог спарринговать объективно Денис Цыпленков, это был бы Виталий Лалитин. Все. Единственное, на ком он мог подготовиться к этому Ларату образца 2023 года, это Виталий Лалитин. Больше ни на ком они проверить его форму не могли. Ставка на выносливость. Когда твой оппонент сильнее на голову, даже на полголовы сильнее, выносливость никакой роли играть не может совершенно. Когда тебе пробивают фронт, пробивают со старта, и ты на такой руке пытаешься держать, но какая разница? Какая разница, сколько у тебя выносливости? Когда оппонент висит на твоей руке и не отдаст. И эти качки Ларата не давали Денису даже закрепиться. И в общем, с Денисом, я думаю, здесь все ясно. Вернется ли он после этого поражения? Говорит, что да. Хотелось бы верить, будем в это верить, я в этом сомневаюсь.
Кто будет следующим оппонентом Девона Лората? Скорее всего, либо Цветков. Вот это будет очень интересно. Я думаю, Цветков максимально неудобен для Лората. На правой руке, да, на левой руке они боролись. Лорат одержал верх. Но на правой руке, вот это было бы очень интересно посмотреть. Это было бы гораздо интереснее, чем бой с Ливаном Сагинашвили. Понятно, что Ливан только-только начал заниматься, только-только начал втягиваться в тренировочный процесс, но если бой подпишут Лорат, Ливан, это будет очень не скоро. А вот в этот промежуток хотелось бы, конечно, посмотреть Лората с Цветковым. И тут я бы поставил уже, наверное, на Цветкова, если, конечно, подготовиться должным образом. Что омрачает, так сказать, победу Лората в общественности? Это его поведение. Мне кажется, в моменте все это вышло просто полностью из-под контроля. Это перешло все рамки разумного, рамки приличия. Я думаю, Лорат собрал себе огромную армию хейтеров после этого. Но это, да, в этом весь Лорат, он делает шоу, спорить с этим глупо, но мне кажется, что он переборщил. Ну, не мне одному так кажется. И что мне не понравилось в общей победе, да, казалось бы, можно было бы... Изначально, давно, пару недель назад, я болел именно за Девона Лората. Я тогда говорил, что Лорат в данный момент заслужил эту победу больше, чем Денис Цыпленков. Лорат никуда не уходил. Не выходил, не выпадал из обоймы. Расправлялся с одним оппонентом за другим. Регулярно выступал, регулярно тренировался, набирал от оппонента к оппоненту, от оппонента к оппоненту. Просто как в Mortal Kombat по вот этой вот башне. Двигался, не останавливаясь. И вот он дошел как бы до рейд-босса, до босса. На тот момент я говорил пару недель назад, что Лорат заслуживает этой победы больше, чем Денис. Но после вот этих непрекращающихся выпадов, выходок, перформансов, болеть за Лората у меня уже не получилось. Здесь я уже болел против него, если честно. Если быть объективным, вернее субъективным. И что самое главное мне не понравилось во всей этой ситуации, во всей этой истории, это выставление Лората. Судьи позволяют Лорату очень многое. Очень много. Все это видят. Там и продавленный фронт. То есть не по центру, а вот здесь они выставляли. Это видно на каждом видео. Денис вот здесь, Лорат вот так. Это заряженное правое плечо. Да, судьи говорили. Шолдер, плечо. Лорат отодвигал его на сантиметр, пододвигал на 2. Шолдер, плечо, полмиллиметра отдаст Лорат и заберет еще сантиметр. Еще. После каждой поправки судьи Лорат все больше и больше заводил плечо. Помимо заведения плеча, он еще и продавливал фронт. То есть он чуть ли не в трицепс уже выставлялся. Вот это мне не понравилось. Вот это вызывает как бы вопросы к доминированию. Понятно, что на тот момент, на сегодня, вернее на вчера, Девон Лорат был гораздо сильнее Дениса. Физически, в плане выносливости и в плане технического арсенала. Мог ли тогда что-то сделать Денис? Нет. Мое мнение, нет. 11 ноября Лорат был сильнее во всем. И он мог выставиться ровно, честно, как положено, и все равно выиграть. Чуть тяжелее. Но тогда вопросов лично у меня бы к этому бою не было. У меня вопросы к судьям. У меня претензии, но это просто некрасиво. Это нечестно. Можно ли говорить здесь, что Дениса таким образом обокрали? Отчасти да. Если бы их выставили нормально, справедливо, это был бы другой бой, другая картина. Лорат все равно бы победил. 11 ноября Лорат все равно бы победил.
По поводу поединка Цыпленков-Ларат я, конечно, готов говорить бесконечно. Во время просмотра были использованы все запасы валидола и валерьянки. Это была война, это была настоящая война. Изначально, признаюсь, я сделал свои прогнозы в сторону Дениса, давая Ларату максимум 1-2 поединка, что он сможет вытянуть, скажем, на выносливости или на какой-то неожиданности, который Денис в дальнейшем по ходу поединка не допустит пропустить такие моменты. Вот. Но все оказалось совсем не так, как многие предполагали. Какие я могу сделать здесь выводы? Что не хватило Денису? Ну, мне кажется, все-таки немного он был самоуверен. То есть ему давала уверенности его команда, излишней уверенности, а также былые победы над Ларатом. Вот. Это немного, может быть, повлияло на его подготовку или на отношение к самому матчу. Ну и плюс Ларат, конечно, с его играми разума психологически осуществил просто невероятное давление. Я считаю, что Ларат это, конечно же, делал не со зла. Он сделал весь лагерь Дениса для себя врагами, чтобы психологически настроиться на настоящую битву. Он просто придумал для себя врага, придумал для себя этот антипод, чтобы мобилизовать максимальное количество всех своих сил возможных. Так сказать, рекрутировать всю эмоциональную и физическую составляющую в этом поединке. И это, безусловно, ему удалось. Сейчас, конечно, Ларат находится на пике своей формы. Если он ее еще сможет увеличить, то я уже начинаю переживать за Ливана. На этом все, друзья. А напоследок я вновь обращаюсь к вам с просьбой помочь мне с супругой выехать на Кубок Урала среди инвалидов, который состоится уже совсем скоро, 22-24 ноября в городе Екатеринбург. Помочь нам можно, отправив любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Подписывайтесь на канал, ведь вас ждут еще много историй с интересными героями. Пишите свое мнение в комментариях, мы все читаем. Ставьте лайк, если понравился сюжет, и не забудьте поделиться этим роликом у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов ютуба. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Курбанов Эрик. А я думаю, ты его пожалел, аккуратней. Нет, это рука там делать нечего.